Здравствуйте, меня зовут Олеся, и я рада приветствовать вас на своем канале. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Мне это очень важно, поскольку я вижу обратную связь с вами. В этом видео я бы хотела поделиться с вами 5 привычками, которые в моей жизни сыграли огромную роль. Они улучшили мою жизнь. И я не могу представить, как бы сейчас моя жизнь бы выглядела без этих 5 важных привычек. Когда мне было 40 лет, мы переехали вот в другую страну, и много других факторов, которые вызвали у меня достаточно тяжелое психологическое состояние, много изменений, и менопауза ранняя, и смена работы, и много стресса. И я стала замечать, что я ментально просто не выдерживаю, мне было очень тяжело, и я была на грани того, чтобы начать антидепрессанты, но стала искать просто другие пути, как мне решить эту проблему. И с того самого периода я стала развивать привычки, которые мне помогли улучшить мое ментальное здоровье, физическое здоровье. И оглядываясь сейчас 8 лет назад, я думаю, я даже очень благодарна тому кризисному периоду. Это получилось как перезагрузка, понимаете, такое обновление оперативной системы, которое позволило мне выйти на другой уровень, гораздо качественнее, лучше. И я определенно живу сейчас качественнее жизнью, нежели чем 8 лет назад. Первая привычка – это оптимизм. Оптимизм позволяет нам жить дольше, болеть меньше, иметь лучшие отношения с окружающими. Конечно, больше у оптимизма преимуществ, чем у пессимизма 100%. Здесь не надо путать здоровый оптимизм с таким токсичным, потому что токсичный оптимизм – это все-таки то свойство, когда человек подавляет или игнорирует негативные чувства. А все-таки негативные чувства, негативные эмоции – это часть нашей натуры. И здесь, в отличие от токсичного позитива, здоровый оптимист скажет: ну да, случилось, ну зол я, ну да, здесь случилась такая вот проблема, но все будет хорошо, мы справимся. И такой, конечно, взгляд на жизнь, он помогает, он вытягивает, и это очень-очень полезно для жизни. Вторая привычка – это спорт. До 40 лет я не занималась спортом регулярно, и я не знаю, как я вообще жила тогда. Сейчас это не такая неотъемлемая часть моей жизни, помогает мне спорт и ментально, и физически, и, конечно же, я могу держать вес в норме. И когда я начинала только заниматься спортом, это было все настолько затруднительно, из-под палки. Порой я уходила с половины занятия. Я пошла тогда, занималась зумбой, танцами зумбой. И я порой уходила, потому что я не могла справиться с этой нагрузкой. Но постепенно, как бы занимаясь, один вид спорта, другой, себя пробовала. Сейчас, на сегодняшний момент, я просто совершенно другой человек с взглядом очень спортивным на жизнь, и не могу представить себе жизнь без спорта. Спасибо спорту, благодарность огромная. По данным, кстати, ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, люди, которые не ведут активный образ жизни, у них смертность на 20-30% выше. Поэтому вот такие цифры, в общем, действительно впечатляющие. Третья привычка – это чтение. Я не буду здесь, наверное, рассказывать о полезности чтения, потому что все об этом знают. Наверное, с возрастом для меня чтение особенно важно, поскольку все-таки это улучшает когнитивные функции наши, которые со временем они будут увядать. Какая-то у меня есть надежда на то, что, может быть, хоть как-то можно приостановить этот процесс. Второй момент. Все-таки аудиокниги здорово вообще улучшили, опять же, нашу жизнь, поскольку если традиционные книги нет времени почитать, если мы едем куда-то, например, на машине, за рулем, то аудиокниги польза абсолютно такая же. Я когда готовилась к этому видео, я специально посмотрела, есть ли какая-то разница от чтения аудиокниги или
традиционные. Так вот, польза такая же, что при чтении, что при прослушивании аудиокниги. Более того, для людей, которые страдают, например, синдромом дефицита внимания, или те, которые информацию воспринимают больше на слух, то для них это даже предпочтительнее слушать аудиокнигу. Так, четвертая привычка – это медитация. Так, ну это, наверное, самая сложная такая привычка, она реально сложно ее развить, но благодаря этой привычке я могу успокоить себя в ситуации, например, когда я лечу на самолете и испытываю турбулентность, и я просто практически на грани панической атаки, но у меня есть вот этот инструмент бесплатный такой в кармане, который я могу использовать и успокоить себя. Под медитацией есть физиологическое объяснение, и для медитации нужно действительно сделать отдельное видео, объяснить это все, потому что все затраты, которые уходят на то, чтобы научиться медитировать, они абсолютно стоят того, и гарантирован эффект людям, которые даже росли в буддийской культуре, даже им сложно научиться медитировать. А уж не говоря о нас, когда для нас это совершенно такое новое занятие. Однако скажу, немножко поделюсь буквально в 2 словах. Даже если начать практиковаться с дыхательной медитацией, вдох на 4 секунды, 2 задержка и 6 выдох. Выдыхая дольше, вы просто тем самым успокаиваете себя. Даже если делать 2-3 таких дыхательных движения в день, то это уже начало длинного пути, но однако же это отличная привычка медитировать. И 5-я привычка, последняя, это жить, не накапливая поводов для сожаления. К этой привычке я, наверное, подошла после прочтения книги Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти». В этой книге Ялом описывает, как он вел раковых больных в терминальной стадии, которые уже должны были скоро умереть. И он обратил внимание на такую корреляцию, что страх смерти больше у тех людей, и те люди более несчастливы перед смертью, которые не сделали в своей жизни то, что они хотели, которые не жили своей жизнью. И закончить это видео я бы хотела строками из этой книги. Что вы сейчас можете изменить в своей жизни, оглянувшись назад через год или через 5 лет, не испытать подобные муки от новых сожалений? Страх смерти усиливается от ощущения непрожитой жизни. Творите свою судьбу, любите ее и живите в полную силу. Это моя последняя, 5-я привычка. Я невероятно счастлива, что вы провели со мной время, и до новых встреч. Пока.